Всем привет! Покажу вам новый плагин для живой работы. Этот плагин реализует механику воспроизведения плейбеков, схожую с механикой, реализованной в программе для виджейнга Resolume. Подобная механика реализована и в консоли Clarity, если кто вообще про такую слышал. Там это окно называется Performance. Мне такая фишка нравится, поэтому я решил ее повторить для своей любимой консоли. Принцип этой механики простой. Думаю, многие по внешнему виду уже догадались, что тут происходит. В каждой строке может работать только одна секвенция. При этом кнопкой столбца можно запускать все секвенции сразу. Кнопкой строки можно выключать любую секвенцию, где бы она ни была включена в этой строке. Кнопкой Stop All можно выключать все сразу. Важно понимать, что секвенции в строке выключаются самим плагином, независимо от настроек Off-On Overwritten. Это удобно, поскольку не нужно беспокоиться и писать секвенции так, чтобы они гарантированно выключали друг друга. Как это использовать? Ну, например, в одну строку вы накидываете секвенций pan tilt бемов, во вторую pan tilt вошей, в третью, скажем, трафареты, в четвертую какие-то диммерные эффекты, в пятую диммерные эффекты для пиксельных приборов, в шестую какие-то цвета. Как угодно. И сортируете это так, чтобы по нажатию одной кнопки столбца на выходе сразу получать нужную вам картинку на сцене. Теперь важное отличие от подобных реализаций. В подобных реализациях сортировка обычно происходит перетягиванием кнопок на нужные места. Ну, допустим, вы хотите поменять вот то, что сделали заранее, не нравится, и теперь хотите, чтобы в этом месте секвенции, да, чтобы одной кнопкой столбца там нажималась секвенция вот эта. Там вы просто перетягиваете эту секвенцию сюда, и теперь они меняются местами, да, и таким образом вы создаете в нужных столбцах там нужную картинку. Реализация плагинов в VMA 2 не позволяет это делать, поэтому я придумал другую систему с триггерами. Как это работает? Вы нажимаете кнопку записи, выбираете, какие секвенции вы хотите, чтобы срабатывали одной кнопкой, и нажимаете триггер. Все, триггер создан, теперь одной кнопкой вы можете его включать. Сделаю второй. Как-то вот так. Важно понимать, что когда я делаю это в режиме записи, я только выделяю секвенции, они не включаются. То есть на сцене сейчас свет, который был выбран первым триггером. Вот смотрите, я записываю, окно переходит автоматически в режим воспроизведения и вижу, что тут на данный момент работают секвенции с первого триггера. Вот второй, вот первый. То есть пока работает предыдущая сцена, вы вслепую можете придумывать, что вам нужно сделать дальше. Все, вот у вас третий триггер. Пока работали предыдущие, вы создавали следующий. Как сделать, чтобы создавать не вслепую, а по настроенной заранее картинке? Для этого нужна кнопка Grab. То есть вы на живую накидываете картинку, смотря на сцену, да, вот так вам все нравится, нажимаете кнопку воспроизведения, здесь нажимаете кнопку Grab, и у вас рабочие переносятся в выбранные. Можете теперь записать, можно предварительно внести какие-то изменения, а потом записать. Все, создан и этот триггер. Кнопку Grab можно также нажать прямо в режиме воспроизведения. Поле автоматически перейдет в режим записи, выберет, и останется только выбрать триггер. Все, вот у вас создано 5 триггеров. Вы одной кнопкой можете очень быстро менять сцену. Теперь важное отличие этой реализации от подобных.
Смотрите, при создании триггера я могу в каких-то строках не выбрать ни одной секвенции. Что при этом произойдет? При нажатии включаются только эти 4 секвенции, да, в этих двух не включается ничего. А что произойдет, если здесь уже что-то работало? Ну, скажем, работала вот такая какая-то картинка, да? Вы нажимаете первый триггер, и очевидно ожидать, что поскольку вы в нижних ничего не выбрали, то они выключатся. Нет, этого не происходит, он включает только те, которые в него записаны, оставляя работать э, те строки, которые не были выбраны. Для чего это сделано? Я считаю так большей вариативности в работе. То есть вы можете создать триггеры, которые работают только с верхними строками. Вот я такие два сделал. И, допустим, сделаю два триггера, работающие с нижними строками. Теперь вы этими кнопками управляете только нижними, скажем, там какие-то цвета с трафаретами, ну или что-то такое. А верхними управляете там только обычными функциями. Ну, к примеру. При этом можно сделать триггер, который все-таки будет обнулять строки, если вам это надо. Допустим, хочу сделать, чтобы вот при вот таком варианте нижние строки по-любому выключались. Для этого надо сделать вот так. Записали. И все, стояла такая картинка. Теперь по нажатию этой кнопки эти включились. Эти строки выключили, чтобы тут не работало. Все, так можно делать что угодно, полная свобода для творчества. Также при нажатии кнопки Grab, если какие-то секвенции не выделены, строки автоматически при этом выделяются. Теперь, как это работает? Смотрите, вот это поле сделано не из секвенций, а из кнопок макросов. Это обычные макросы. Вот можно посмотреть, что в них написано. Вот обычный макрос столбца, да, то есть этот макрос вызывает плагин с определенным ключом, который сообщает плагину, какая кнопка нажата. Вот 8-й столбец, вот кнопка плейбеков, кнопка строк. То есть все кнопки выглядят точно так же. Служебные, соответственно, триггеры точно так же. То есть что происходит? При нажатии плагин просто запускает секвенции, расположенные в пуле. Вот они. То есть нажимая кнопки здесь, включаются секвенции в этом пуле. Все просто. Кнопки просто дают команду Go без всяких параметров. То есть все таймеры, фейды, тайм-офф и так далее, все работает исходя из того, как вы настроили секвенцию. При этом в секвенции может быть несколько кьюшек. Вот сделаю из 3, допустим. Теперь при нажатии, при активации этой кьюшки, при каждом нажатии, поскольку происходит просто команда Go, видите, вы можете переключать, допустим, при каждом запуске, при каждом нажатии этой кнопки у вас будет меняться, допустим, цвет. Можно делать так. Именно в этом поле вы сортируете секвенции, как вам надо, даете им имена, все, что нужно. Есть такой момент. То, что вы переименовываете тут, допустим, даете какие-то осознанные имена, да, ну там что-то такое, для примера. В окне перформанс при этом ничего не изменилось, поскольку вот эти имена это имена макросов из пула. Чтобы их уравнять, нажимаете кнопку Label. И имена из секвенции переносятся сюда. То есть кнопку Label нужно нажимать каждый раз, когда вы что-то пересортировали, поменяли порядок здесь.
Про кнопку Toggle. Ее функции такие, как и ожидаются. Да, то есть, когда она неактивна, при нажатии идут просто команды Go. Соответственно, если у вас несколько кьюшек в секвенции, их можно перебирать. Ну, все работает как ожидаемо. Если вы нажали кнопку Toggle, то можно включать и выключать одним нажатием. Точно так же при этом работают триггеры. То есть вы можете кнопкой триггера включить и выключить. Но кнопки столбцов при этом все равно дают команду Go. Я так оставил, мне кажется, так больше вариантов для работы. Кнопка Reset просто приводит плагин в исходное состояние, в каком бы он ни находился, сбрасывает это в ноль. При этом сбрасываются настройки триггеров. Про сохранение настроек. Созданные вами триггеры нужно как-то сохранять, чтобы восстановить их после перезагрузки консоли. Каждый раз при конфигурации триггера, при его сохранении, во внутреннюю папку пульта сохраняется файл конфигурации. Загружается он кнопкой Load. Файлы конфигурации привязаны к имени шоу-файла, поэтому для каждого шоу-файла он свой. То есть, когда вы сохраните, переименуете шоу-файл, вам нужно будет заново создать триггеры. Кому нужно, этот файл лежит во внутренней папке пульта, в папке temp. Как-то переносить с одного пульта на другой нельзя силами плагина. Если надо, делайте это вручную. Я не стал с этим заморачиваться, поскольку в предпрописи этот плагин не имеет смысла. А триггеры настраивать есть смысл только в живой работе. Думаю, это понятно. Так, теперь самое сложное — это установка плагина. После распаковки дистрибьютива у вас будет две папки. Файлы из них нужно положить в такие же папки на вашей флешке. Находите здесь папку плагин. Положить нужно именно два файла. И папку импорт-экспорт. Копируйте все, что в ней есть. Ресурсы — это, собственно, картинки кнопок. Все, теперь идете с этой флешкой к вашему пульту. Так, что нужно делать на пульте? На пульте вы заранее определяете, в каком месте пула вы хотите увидеть лайаут, собственно, с плагином. Потом вам нужно выделить место под ресурсы, под картинки. Под картинки нужно 70 свободных ячеек. Если у вас в системе уже не стоят какие-то плагины, вы не используете картинки в своем шоу-файле, то можно начинать прямо с 14. Под макросы нужно свободного места 88 ячеек. Под секвенции тоже выделяете свободное пространство. Я делаю вот такую настройку Pull Playback, чтобы видеть, что происходит, какие включены секвенции, какие выключены. Делаете какое-то вот такое пустое поле и запоминаете, что, допустим, вот у меня это будет левая верхняя секвенция, то есть поле начинаться будет с 801 ячейки секвенций. Теперь импортируем плагин. Находите его на своей флешке, да? Выбираете флешку, плагины, это XML файл. Все, теперь очень важный момент. Нужно убедиться, что у вас выбрана именно флешка, то есть не internal, не какая-то другая, а та флешка, на которую вы копировали плагин и ресурсы для нее. Все, она выбрана. Теперь вы пишете, запускаете плагин. Можно просто по номеру пула и обязательно в кавычках пишите ключ install. Вот, указываете намеченные вами заранее номера пулов. То есть для макроса у меня первый, по умолчанию он такой есть, 801 тоже у меня стоит по умолчанию, потому что я раньше устанавливал уже его в этой сессии.
И картинка там какая была, 16, допустим. Номер лайаута, пусть будет первый. Все, начинается процесс установки. Все, в конце вы должны увидеть вот такую надпись. Если она есть, значит все в порядке. В результате установки вы видите в лайауте созданный лайаут, собственно. Вот картинки плагин скопировал с флешки сюда ресурсы. Менять их местоположение нельзя, потому что плагин обращается именно по номерам ячеек. Секвенции, которые они созданы просто как шаблон. В них можно записывать то, что вам надо, можно изменять, можно копировать из других мест сюда, неважно. Плагин просто запускает по номеру ячейки, как я это уже показывал. Дальше макросы, они вот. Их можно переносить как угодно, куда угодно. Они просто накинуты вот сюда в layout, эти макросы, как я уже показывал. Ну, местоположение их не важно. Вот эти триггеры тоже можно делать их сколько угодно, назначать на фейдеры, на кнопки, что угодно, как я тоже уже показывал. Еще такая информация, скорее всего, больше для опытных пользователей всякими этими плагинами. Мой плагин создает в системе несколько переменных. Вот они, по которым он знает настройки, которые вы выбрали. Важная переменная здесь это... Не вижу, вот она, вот это. Плагин знает ячейку, первую ячейку в пуле секвенции, которую вы выбрали. Дальше относительно этой ячейки он уже нажимает все остальные. Опять же, как я сказал, опытные пользователи могут в процессе работы менять, если они понимают, что здесь происходит. И таким образом, меняя эту переменную, в принципе, мне это уже так потом пришло в голову, вы можете создать такой же пул секвенции где-то ниже, и меняя эту переменную, плагин начнет работать уже с другим полем. То есть таким образом можно реализовать даже что-то типа страничной системы, да, то есть выбирать page 1, page 2, page 3 и себе делать вот этого поля. Может быть, я когда-то это реализую в механике плагина, пока что не знаю. Ну вот, если хотите поиграться, если понимаете, как все это работает и что тут происходит, можете как-то с этим поиграться. Дело ваше. Дальше, окно Performance. Ну вот, я рекомендую его делать вот таким. Оно изначально будет вот так. Я делаю... Отсюда убираю лишние кнопки. На время делаю вот такой фейдер. Секундочку. Вот. Вот так. Делаю кнопки максимально большими. И убираю окно зум, чтобы оно не мешало. Все, плагин полностью в рабочем состоянии. Пользуйтесь на здоровье. Да, по поводу приобретения плагина, магазин я закрыл по причине его нерентабельности. Очень делаю редко какие-то плагины из-за основной работы. Мне некогда. Кто хочет приобрести такой плагин, пишите мне на почту, ссылка будет в описании. Всегда договоримся. Всего доброго, на связи.